Видеорегистратор видеонаблюдения со встроенным зумером. Именно важно со встроенным зумером, который подает звук при той или иной вашей настройке, соответственно по тревоге. Видеорегистратор XMI-евский, и желательно, чтобы камеры также были этого производителя. Берем одну из камер с видеорегистратора, заходим в настройки тревоги. Все это можно делать и с веб-интерфейса камеры, с программы CMS на компьютере и со смартфона. Соответственно, приложение XMI, приложение ICC, все эти настройки можно делать из любых устройств. Но так как у нас в нашем видео главный герой это видеорегистратор, делаем все с видеорегистратора. По вашим просьбам создал группу чат в Телеграме для общения и помощи по теме видеонаблюдения. Переходите, присоединяйтесь. Первый канал — тестовые люди, тест лица. Камера данная 5-мегапиксельная с матрицей Sony, поддерживает и совместима полностью с этим видеорегистратором. Установка правила. И видите, выделил я ту область, где будет сработка по тесту лица и по тесту человека. В этой области меня видеорегистратор тревожить не будет. Когда человек появится в этой области, произойдет сканирование силуэта человека, сканирование лица, и видеорегистратор должен подать мне сигнал. Вот сейчас мы посмотрим этот момент. Да, и вы слышите, пищит зумер видеорегистратора, пищит нормально, пищит по сработке именно по человеку. Поставил я показать следы, именно показать тот объект, на который видеорегистратор отреагировал. И вот можно кордон, можно ставить в данном случае пересечение линий, направления, можно выбирать фигуры. Ну, именно области. Область можно перетягивать различными способами, то есть вот эту фигуру области можно изменять. Проще, наверное, делать с приложения, но с видеорегистратора вот также это все возможно. Какой огромный плюс? Ну, находитесь дома или на объекте на каком, и вам видеорегистратор подает сигнал о обнаружении человека или же движения. Можно поставить тупо движение. Собака бежит, человек, листья шевелятся. Но самый эффективный момент — это вот человек и лицо. Сработка пошла, и видеорегистратор вас приглашает посмотреть в монитор. Не постоянно вы сидите и мониторите ситуацию. Занимаетесь своими делами в другом помещении, в другой комнате. Вас видеорегистратор по той или иной причине будет звать. Ну, вот вам пример. Женщина идет, кот идет. В зоне действия сработок никаких нету. Только человек или лицо, или человек. В нашем случае можно ставить или лицо, или человек. Можно два поставить. Две функции. Видеорегистратор подаст сигнал. Запись может идти постоянная, или же может идти именно по сработке. Область можете уменьшать. Можете взять дверь входную. Можете взять ворота гаража, к примеру. Выделить. Все остальное движение не будет тревожить вас. Видеорегистратор по этому поводу не будет вас тревожить. Только подошел человек к гаражу, к входной двери, к двери магазина. Зачем вы там наблюдаете? Тут же придет сработка, запись, зумер будет пищать по каждому определению. Определяет человека, человек двигается в этой области. И зумер будет постоянно подавать сигнал. Не единоразово, а постоянно. Еще есть момент в этих видеорегистраторах. Но я не включаю эту функцию, но есть вариант, когда по сработке активируется окно одной камеры. То есть та камера, на которой сработка, открывается, вот как у меня сейчас открыто, на полный экран. Но кажется, есть такой момент, что не возвращается назад в многоэкранный режим, в многоканальный режим. Пишите по этому поводу, может кто-то пользуется этим, как выходил из этой ситуации. Но очень удобно. Сработка пошла, пищит зумер видеорегистратора, и открылось окно камеры, на той, на которую вам стоит обратить внимание. Самый главный момент, что ложных срабатываний нету. Бывает, что камера может там какой-то процент совсем небольшой подумать, что там кот где-то вдалеке, что это человек. Но это редко бывает. Сработка, значит, на какое расстояние? Ну, примерно я вам скажу, что метров 15-20, а то и может больше, 25. Силуэт человека камера различает.
и присылает уведомление. Уведомление поставите на смартфон, также будет приходить уведомление на смартфон по сработке, по силуэту человека, по лицу. Ну и также видеорегистратор, если вы настроите в приложении, будет вам также присылать, что на такой-то камере произошла сработка. Ну и самое главное, где включается зумер. В настройках камеры оповещения. Установка сигнализации, и здесь зумер, голосовые подсказки и стоп. Стоп — это ничего, голосовые подсказки — это будет вам присылать фразу какую-то на английском языке, нет смысла, в колонке, подключенные к видеорегистратору. Проговаривать будет женским голосом ту или иную фразу. Вот какие фразы даются, 2 фразы. Возможности своей записать вроде нету, но было бы неплохо, если бы можно было записать. И зумер. Зумер — это именно пищащий звук, который будет подавать видеорегистратор. И обязательно нажмем «Сохранить». Ну и опять же, FTP, все эти моменты. Написать «Входить», вот кажется, вот именно, что активация камеры на большой экран. На FTP сервер также эти моменты будут писаться. Если вы настроили FTP сервер, будет писаться именно фото, кажется, там только фото или коротенькие видео. Дальше я сделаю видео по FTP серверу, как настраивать и что туда сохраняется именно на флешке, что хранится. Фото точно, а видосики, кажется, короткие, без звука записываются. Также будут приходить по этому поводу. Камеры с поддержкой силуэта человека, с поддержкой определения лица человека. Есть с Sony матрицами, есть хорошие варианты, очень хорошие. Ссылки я вам оставлю в описании к видео. Вам только стоит кликнуть на AliExpress, перейти и заказать. На видеорегистратор также оставлю. Ссылка на мой телеграм-канал, где вы можете напрямую найти меня, обратиться. Также в описании к видео внизу. Телеграм-чат по видеонаблюдению специально создал. Общаемся, помогаем друг другу по видеонаблюдению. Именно тема видеонаблюдения. На канал обязательно подпишитесь. Всем удачи и до следующих видео.